Это первый показ геймплея отряда самоубийц в 2021 году. А вот как игра выглядит после релиза в 2024. Видите разницу? И мы не видим. А она есть. Раньше на проект была надежда, а теперь уже все понятно. Во всяком случае нам, Семену Окорокову и Василию Гальперову. И сейчас тут на Stop Game.ru мы поведаем вам об этом незабываемом кооперативном опыте. Думаю, нет смысла долго рассказывать про студию Rocksteady, которая создала одну из лучших серий о Бэтмене. Даже не только о нем на самом деле, а вообще о супергероях в принципе. Ее последняя игра, Batman Arkham Knight, вышла около 9 лет назад. Довольно большой срок, за который многие соскучились по сюжетным серьезным приключениям во вселенной DC. Опустим слухи, что студия собиралась делать какой-то новый IP, что Warner Bros. Им всучили отряд и вот это все. Берем сухие факты. Анонсировали игру в 2020 году. В то же время вышла Marvel Avengers, кстати. И релизнули Suicide Squad Kill the Justice League спустя 4 года. Предположим, что ее разрабатывали только вот эти вот 4 года. Это большой срок, между прочим. Batman Arkham City за пару лет сделали. А тут сначала нам показывали сочные ролики, потом поползли слухи про то, что все это похоже на игровую версию Мстителей и прочие тревожные звоночки вроде переносов. Но в итоге суицидники все-таки вышли. Неужели за это время в Rocksteady запилили игру-сервис, а не долгожданный сюжетный проект? Да еще и продают нам за $70 обычное и за $100 делюкс издание. Ну как сказать, вообще это вроде как сюжетная игра, но она сервис. Но не прям такой уж чистокровный, а так, скорее, сюжетный. Короче. На самом деле это все не важно, потому что она не работает ни как онлайн-дрочильня, ни как одиночное приключение, ни как гребаный кликер. Есть там неплохие элементы, но они ситуацию вообще не спасают. Да, вы все правильно поняли. Мы просто сдали вам с потрохами весь обзор. Интриги не будет, потому что и так все понятно. Это проходняк. Или мусор. Или мусорный проходняк. Вообще, давайте честно. Вы же не оценку пришли посмотреть, а узнать подробности. Так что сейчас мы вам их и предоставим. А потом уже вы напишите в комментах, что мы старые пердуны и просто ничего в современном геймдеве не понимаем. И, пожалуй, начнем с истории. Сюжет тут, по сути, в названии раскрывают. Убить Лигу Справедливости. Так что, если вы вдруг боитесь спойлеров, то не смотрите под заголовок игры. В Метрополис приземлилась огромная хреновина, в которой сидит Брейниак. Он, конечно же, хочет терраформировать Землю, всех уничтожить, убить, поработить и все такое. Лиге Справедливости он успешно нагадил в мозг, и теперь супергерои не особо-то справедливые, а даже наоборот, глаза им там сверкают, венами какими-то покрыты и все такое. Поэтому, чтобы спасти весь мир, нужны злодеи. Кинг Шарк, Дэдшот, Харли Квинн и Бумеранг. Для их вербовки Аманда Уоллер прибывает в лечебницу Архама. Кстати, да, ту самую, ведь действие игры происходит спустя 5 лет во вселенной оригинальной трилогии от Rocksteady. То есть все, что случится по сюжету, оно как бы, канон. Так вот, Аманда засовывает нам в голову наномашинс, которые могут взорваться в любой момент, и такая: теперь вы делаете, что я скажу. И мы такие: ладно, хорошо. Это вся завязка. Она вроде бы как стандартная, но в принципе пойдет. Можно раскрутить нормально же, да? Представить каждого героя, заставки красивые там показать. И если говорить про сильные стороны отряда, то это как раз ролики на движке и диалоги. Они почти все классно поставлены, за ними интересно наблюдать. И иногда даже кажется, что единственный, кому было не плевать на игру, это CGI-щики, которые синематиками занимались, и авторы, которые писали диалоги между членами отряда. Хотя, конечно, бывает, что и 2D-газеты какие-то прямо в кадр влетают, ну или же важный персонаж в заставке не загрузится, и ты будешь смотреть на пустое место, пытаясь понять, это так задумано или что-то пошло не по плану. Но это редкость. Мы к этому еще вернемся, но проблема в том, что они явно в отрыве от геймдизайнеров работали, потому что сюжет существует тут отдельно от геймплея. Это видно даже по первым секундам. Вспомните, как начинался недавний Второй Паук, с невероятно крутой и эпической битвы с песочным человеком, что задавало настроение на дальнейшую игру. А теперь забудьте. Начинается суицид с унылой тренировки посреди разрушенной земли. Минут 15-20 обучают управлению и боевке. В кооперативной игре ты почти полчаса бегаешь по сраной пустыне без возможности этого самого коопа и проходишь туториал за каждого героя. Отдельно. Это никак глобально не вплетено в нарратив, просто как будто вставили в последний момент, уже после того, как игра была почти готова. Обучение мало того, что нарративно почти никак не вплетено в игру, так оно еще тебя обманывает. Например, там тебя учат пользоваться гранатами.
Окей, хорошо. А потом игра полноценно начинается, и у тебя нет гранат. Ты нажимаешь кнопку, про которую тебе говорили, и ничего не происходит. А найдешь ты их потом по сюжету, прям в заставке. И вот что мешало туториал по ним впихнуть в этот момент, а не отнимать время в самом начале? Ну не 2000 же год на дворе, уже ведь научились делать обучение не отдельным пунктом в меню, где ты в каком-нибудь тренировочном центре бегаешь, а плавно вшивать в повествование, особенно в таких крупных дорогих проектах. Можно же было показать, как каждый находит свой девайс для передвижения, например, а да, персонажи здесь передвигаются немного по-разному, привет, Gotham Knight, и обучать постепенно с постановкой какой-нибудь. Даже в тех же Мстителях было эффектное начало, прям Sony эксклюзивное. Но нет, тут просто прилепили жвачкой в начало. Вам вываливают всех героев по очереди, а чтобы объяснить, как тут работает перемещение, видос надо минут на 10 увеличить, поэтому мы этого делать не будем. Просто поверьте, неудобно. И пролететь через весь город, не падая на землю, не может практически никто. Полоска перегрева или что там у каждого не позволит это сделать. Сначала я идею с разным управлением защищал, попытались они как-то разнообразить геймплей, однако в итоге это вообще не комплимент, и вы будете страдать. Харли использует крюк Бэтмена, акула прыгает, как Алекс из прототипа, Дэдшот на джетпаке летает, а бумеранг телепортируется. И из-за этого вы двигаетесь с разной скоростью. И если Вася на Дэдшоте оказывался на миссии как спринтер, то я за Харли ковылял к нему еще полминуты точно. При этом акула умеет быстро бежать, а остальные нет. И такие нюансики есть у всех. И вот зачем это сделано? Чтобы показать разные способности? Показали бы вы их в боевке, никто слова бы не сказал. Но вот как раз боевка у всех одинаковая. Нужно просто стрелять. Прыгать и стрелять. Стрелять, сука, и прыгать, как в Crackdown. Просто кто-то стреляет дробовиком, кто-то пистолетом-пулеметом, кто-то снайперкой, кто-то миниганом. Но сути это не меняет. Тут нет другого геймплея. Ты стреляешь. Все время. Постоянно. Все сраных 13 часов. Даже боссов ты в этой игре расстреливаешь. Супергероев, блять. Еще гранаты можно кидать. И иногда применять ульту по площади с добиваниями. И от этого банально устаешь. Причем разработчики как-то попытались боевку разнообразить. Есть разные виды врагов. Обычных фиолетовых хмырей ты просто закидываешь пулями. Тем, у кого щит, ты сначала милишкой сбиваешь его, а потом уже стреляешь. Некоторых ты не можешь атаковать, пока не проведешь контрудар. А это, кстати, тоже выстрел. И только тогда можешь их добить. Танки, вертолеты просто так не убить. Им урон наносится только фиолетовые наросты в духе Resident Evil. Но все эти ограничения только вызывают раздражение и больше ничего. У игрока тоже есть щит, и чтобы его восполнить, нужно выстрелить ботам в колени, а потом ударить рукой. И тогда из него выпадает броня, которую можно собрать. У Васи тут проблем не было, а у меня то щиты не выпадали, то просто защита пропадала совсем и отлетал постоянно. Но я не думал, что скажу такое, но мне в Мстители интереснее играть было. Там все изначально было сделано как сервис, и даже, простите, неплохо. Героев было много, они лупили противников по-разному. Как студия, которая задала в свое время тренд на боевую бесшовную систему из 2 кнопок, создала такое нагромождение из ненужных механик и провалила сам процесс сражений? Вообще непонятно. И посмотрите на то, как геймплей выглядит в пылу битвы. Что-то понять в этом буйстве красного варенья, фиолетовой жижи, цифр урона, желтых патронов, субтитров, советов, радаров, кнопок и прочей каши, невозможно. Периодически ты даже себя на экране теряешь, что и говорить о врагах. И этот бурлеск на мониторе не заканчивается почти никогда. Даже не знаем, какую игру привести в пример. Настолько сраного UI нигде не было, наверное. И не забывайте про слайд. Подсказку, что можно скользить по земле после прыжка. Она преследует тебя всю игру. Почему-то вылезает каждые 10 минут, даже если ты 3 этих чертовых слайда только что сделал. Конечно, может, эти подсказки можно отключить полностью, но вдруг игра в какой-то момент соизволит в них сказать что-то важное, а мы пропустим. И вы будете потом нам это в комментариях упоминать. Не-не-не, этому мы уже научены, поэтому вот каждые 10 минут ты 3 раза проехать на заднице должен. Это прям традиция. Идите вы нахуй со своим слайдом, пожалуйста, блядь. У меня тоже появился слайд наконец-то. Я честно умею делать слайд. Как долго я его ждал. И, кстати, знаете, что происходит, если ты падаешь 3 раза во время миссии? Ты умираешь. И как думаете, что дальше? Может быть, следишь за своим напарником? Нет, ты просто, сука, лежишь, мертвый, и ждешь, пока твой друг завершит миссию. Ну ладно, не может же быть, чтобы в игре геймплейна больше ничего не было. Там же открытый мир, целый метрополис. В промо-материалах студия даже хвасталась, что он больше, чем во всех остальных их играх. Наверняка же есть чем заняться.
Конечно же есть. Можно пострелять по фиолетовым ублюдкам, пока летишь на миссии, где будешь убивать фиолетовых ублюдков. Только обстоятельства могут меняться. Обстоятельство первое. Убивая врагов набегающими волнами. Обстоятельство второе. Убивая врагов, чтобы уничтожить жижу у вышки. Обстоятельство третье. Убивая врагов, спасая вяло едущее авто. Обстоятельство... Да плевать, каждое. Убивай всегда, везде, в любой момент. Прилетели на одну крышу, подрались, послушали брифинг, прилетели на другую, подрались, послушали брифинг и так по кругу. Думаете, что речь про сайд-квесты? Почти все сюжетные задания не отличаются от необязательных миссий. У нас был момент, когда мы защищали точки в допе, а потом пошли на сюжетку, и знаете что? Делали то же самое, абсолютно то же самое. Что мейн-квест, что доп-квест, разницы никакой. Просто в основной истории вам покажут мультик в конце, а во всяких допах вам отсыпают лут и очки способностями, без роликов. Про прокачку, кстати, еще поговорим. Все действие происходит в Метрополисе или на альтернативной земле, то есть вы буквально всегда в открытом мире. Представьте, что из Человека-паука убрали все кинцо-моменты, все сюжетные уровни и все активности, кроме «убей всех врагов». Представили? Вот так играется Suicide Squad. Хотя еще встречаются загадки Ридлера, но сути это точно не меняет. Справедливости ради, была попытка добавить пару срежиссированных уникальных уровней. Почему попытка? А потому что идея хорошая, а исполнение отвратительное. В один момент отряд встречается с Бэтменом, и тот начинает по одному вырубать их так, как это делали игроки в трилогии Архам. То с потолка утащит, то из вентиляции выпрыгнет. Ну классно же звучит, еще как! Но на уровне темно, и чтобы что-то увидеть, нужно включить фонарик, а загорается он при прицеливании. И знаете, что при этом происходит? Зумирование камеры. В итоге мы в темноте, угол обзора минимальный, ни хрена не видно, и нам на этого Брюса Уэйна пофиг, понять бы куда идти. Но вот как можно было облажаться с этим, если вы всего 2 линейных уровня за всю игру сделали? 2! Блин, не думал, что скажу, но... Помните, что в обзоре Gotham Knights я сетовал на то, что разрабы сумели испортить галлюциногенный уровень в стиле тех, что были с пугалом в аркхамской серии? Так вот... Тут они еще хуже. Это просто брождение по темным, как задница зеленого фонаря, локациям, дергание за 3 рубильника и уворачивание от галлюциногенного Бэтмена. И кажется, что звучит уже плохо. А теперь повторите этот этап еще 3 раза. За каждого из героев по очереди, не параллельно. Сперва я сидел, смотрел, как Семен за 2 героев это прошел, а потом он наблюдал за 2 моими попытками. Это какой-то позор. Да, можно сказать, но это же игра-сервис, что вы хотите от нее? Окей, аргумент. Только вот сама студия ни разу не говорила, что это сервис. А когда СММщика спрашивали в лоб, то он уходил от ответа. Ну, мы не сказали, что это так и бла-бла-бла-бла-бла. Так что ничего не знаем. Нам по трейлерам не сервис обещали. Хотя все элементы тут присутствуют. Делики есть, соревнования между игроками за очки есть, магазин со скинами за реальные деньги есть, а за каждую миссию вам выпадают запчасти для крафта и лутбоксы. В них лежит пушка, дубинка или граната, или все сразу. У лута есть редкости, характеристики, увеличение урона на 0,05% и защита от гранат, возможность избежать стана с вероятностью 0,03% и так далее. Но заниматься этим всем нет никакого смысла. Просто надеваешь то, где больше урон и защита, и дальше лупишь по фиолетовым чувакам. Возможно, мы сейчас не правы, и на самом деле кому-то будет интересно этим микроменеджментом со снаряжением заниматься. Только в той же Division почему-то это реально было увлекательным, а тут только раздражает. Есть и крафт, можно создавать оружие как по рецептам, так и случайным образом. Добавлять различные эффекты предметам с помощью модификаторов, например, ударом руки замораживаешь противников или заставляешь их лупить своих. Есть что-то вроде заточки предметов, когда ты рандомно вешаешь на них какие-то характеристики. И вот самый главный вопрос, влияет ли это на геймплей? Нет! Но, судя по всему, кто-то сказал добавить это разрабам, и они добавили. Зачем-то. Из сервисных приколов еще есть один большой лутбокс, раз в сутки выдают. Там ресурсы. Вот это развлечение. Лучше бы у персов была прокачка, чем вот это все. Но так-то она ж там есть. И даже 3 ветки развития, в которых мы нашли 1 активный скилл. Мгновенное добивание зажатием 2 кнопок. Все остальное — пассивки. Учитывая, что каждый герой прокачивается отдельно, ну можно же было хоть какое-то разнообразие добавить, ну хоть чуточку, чуть-чуть. Но за то, чтобы пройти на последнего босса, добавили гриндвол. Небольшой,
но добавили. Это прям вот моя любимая часть, когда в конце ты думаешь, что игра не может стать хуже, а она становится. Нет, правда, это просто шутка какая-то. Для того, чтобы сразиться с финальным боссом, каждый должен заплатить ему 3000 босс-баксов. А для этого, все верно, выполнить 3 однотипных миссии, чтобы после этого выполнить еще 2 однотипных миссии и, наконец, попасть в финальный бой, пародирующий схватку, которая уже была с одним из супергероев. Аплодирую стоя. Короче, обидно, что все связанное именно с геймплеем получилось настолько бедным и скучным. И это в кооперативе с шутками-прибаутками. Как в это играть одному, мне страшно представить. Но если не касаться непосредственно игрового процесса, то тогда не все так ужасно. Ролики иногда просто отвал моей DC фанатской жопы. Ну круто сделаны. И свет красиво выставлен, и виртуальный оператор хорошо работает, и детальки всякие разные отмечаются, лицевые анимации прям ого-го какие крутые. Кажется, что пререндер смотришь. Главные герои хорошо проработаны, диалоги между ними на протяжении истории может даже не хуже, чем в Стражах Галактики. Юмор на любителя, но несколько кеков найдет каждый. А когда на экране появляется Супермен, Бэтмен или Чудо-женщина, такой бы материал да в руки Снайдеру. И честно, даже не хочется докапываться до каких-то странных сюжетных деталей или особенностей мира. Всегда ведь найдутся лорные исследователи, которые все тебе пояснят. Может, не в самой милой манере и в комментариях, но найдутся. Почему в Метрополисе заправки стоят на крышах, а машины из 60-х, которые, видимо, умеют летать? По крайней мере, мы в одной такой летаем. Ну вот если нас везут куда-то военные, то у них обычные колесные хаммеры. Почему есть какой-то девайс, которым можно уменьшать людей и запирать их внутри шара, а потом возвращать в нормальный размер? Но одного из схваченных членов Лиги Справедливости мы почему-то до важного места везем просто в колесной машине, не в летающей и даже не в этом уменьшающем девайсе. Хотя мы за 2 миссии до этого его туда уже пихали. Вопрос остается без ответа. А уж про сюжетную броню наших героев толщиной со стену бункера я и говорить не буду. Ну просто если подходить к попсовым комиксам с точки зрения логики, это путь в один конец. Ты приходишь ради веселого и яркого шапито-шоу для развлечения, поэтому как в кино, тут лучше сразу отключить мозг. И вот надо было фильм делать, а не игру, потому что геймплей вообще живет своей жизнью, и из-за этого просраны все нарративы. Диалоги, которые мы только что хвалили, просто не работают. Ведь когда на экране все взрывается и пердит цифрами урона, а вы в Дискорде что-то друг другу говорите, половина этих реплик улетает в мусорку. В тех же Стражах все это работало, потому что одиночная игра, и никто из друзей вам в ухо не шуршал чипсами. И важные реплики там говорили в спокойные моменты, а тут такого просто не бывает. Пафосные ролики тоже не работают, потому что когда вы мочите кого-то из Лиги Справедливости, это не спойлеры, учитывая название, но все-таки вот вам тайминги, где мы говорим про убийство суперов. Давай. Короче, знаете, как вы убиваете Супермена? Стреляете в него. Зеленого фонаря — то же самое. Флэша? Да, опять стреляете. Бэтмена? Ну угадайте-ка, что вы делаете? Поэтому можно нарисовать хоть 1000 слезливых видеороликов, как всеми любимый Бэтмен грязно получает пулю в лоб. Они не сработают так же, как клюшка, если игрок перед этим стрелял в Бэтмена реальных 10 минут. Не потел, пытаясь хитроумно обмануть величайшего детектива, не играл с ним в прятки, не заманивал его в ловушку, а просто, тупо, зевая, зажимал гашетку. Вот с Флэшем все сработало, в ролике его труп обоссал Капитан Бумеранг. Так же, как и разработчики нассали на нарратив, но и это не самое ужасное. Ведь в игре не закончен сюжет, и продолжение мы увидим только с новыми сезонами. Скорее всего, то, чего все так бомбят в интернете, просто откатят назад. Rocksteady уже подготовила путь отхода при помощи мультивселенных, которые позволят отменить убийство Лиги. Но я вот вообще не хочу, если честно, снова запускать эту игру, чтобы узнать, чем там все закончилось. Лучше на YouTube посмотрю, потому что играть в отряд самоубийц безумно скучно. Да даже русы против ящеров игрались лучше, хотя суть одна. Кривая боевка, прикольный ролик. Но там это стоило 100 рублей и длилось час. Тут же стоит 70 баксов, и на прохождение уйдет часов 12. А потом еще апдейтов ждать. А если вы живете в России, то сервера Warner Bros. Работать у вас не будут, так что ищите обходные пути. Вы даже лицензионное соглашение принять не сможете. Если прорветесь дальше, то вас встретят отсутствие даже банальных русских сабов. А, еще забыли про оптимизацию, но вообще игра работает нормально.
даже, хорошо. Графика сносная, но сравнение с рыцарем Готэма десятилетней давности все равно не выдерживает. Багов довольно много, но не критичных. Вот тут, например, как мы говорили, должна была быть Айви, но ее нету, просто моделька не прогрузилась. Периодически анимация добивания вызывает острый приступ Т-позинга у врагов. Про подсказку со слайдингом вы тоже уже слышали. А у семеновской Харли заблочился слот под щит и пропала защита вообще. Поэтому он был вынужден переключиться на акулу под конец игры. А, еще разочек у нас не прогрузился город, и мы стояли в воздухе. Короче, ничего ужасного, если сравнивать с другими современными релизами, пойдет. Но недоработка есть. Самой большой проблемой у нас стала одна из уникальных фишек игры. Прогресс сохраняется только у хоста, но в конце каждой миссии игра передает роль главы лобби тому, кто набрал больше очков, чтобы победитель стал главой отряда и выбирал, куда мы дальше пойдем. Вот тут они подумали про нарратив. И я, позвал Васю в лобби, и в какой-то момент он становится хостом. Так мы играем всю ночь, а в 7 утра расходимся спать. И днем оказывается, что прогресс не сохранился ни у меня, потому что я перестал быть хостом, не у него, и нужно будет перепроходить последние 4 часа. Перед финалом, там где Гриндволл. Это вот просто уже психику добило. Спасло то, что мой друг прошел игру, и мы смогли приконнектиться к его сессии и закончить последнюю главу уже у него. Ой, ладно, так можно очень долго говорить, давайте как-то вот это все подытожим. Give me one reason why we should go out into that shit show. Возникает ощущение, что игру делали лебедь, рак и щука, и каждый тянул куда-то разработку, а в итоге ВОЗ не только остался на месте, но и все хорошие идеи Rocksteady из него повыпадали. И по последним тенденциям, как бы студию после такого вообще не закрыли. Не знаю, кто там остался из старой команды, но надеюсь, что им снова удастся сделать какое-то сюжетное приключение. Конечно, может быть, патчами что-то поправят, добавят, починят и сюжет как-то повернут в правильное русло. Но в состоянии на релизе играть в Suicide Squad Kill the Justice League не советуем. Это просто мусор какой-то. Блин, после этого такое чувство, будто бы я Gotham Knights оценку занизил. Удивительное, конечно, творится.